Всех приветствую. Нахожусь в ЦОНе. В ЦОН пришла по бумажкам своим, за справками по необходимости. Так, это моя очередь. Вот она под номером. Ну, уже вызвали, вот я сижу. Здесь, как всегда, народу. Хватает народу здесь, как всегда, очередь в ЦОНе. ЦОН – это цифровое обслуживание населения у нас. Везде камеры, на мониторах, я имею в виду, и на мониторах, и так везде тоже. На потолке, на углах, везде. Вот передо мной монитор стоит, видите, вот эта черненькая камера. И здесь внизу указано, что даже голосовая речь все записывается. Вот здесь вот красным написано, что речь записывает. Тут большая очередь, чтобы паспорт или удостоверение получить, обновить. Очень большая очередь. Удостоверение вот 865 тенге стало, чтобы обновить. А паспорт вот 24 страницы. Это для детей детский паспорт, чтобы это получить. 17 300 стоит. Для взрослых паспорт 36 листов 34 600. 48 листов 51 900. Ну, 52 тысячи на 48 листов. Мне кажется, цена поднялась, что ли. Я в прошлом году обновляла. Чуть-чуть поднялась, кажется. Вот видите, люди стоят. Вот это вся очередь за документами, чтобы получить паспорт. Не получить, переоформить. Там фотографируются. На удостоверение, на паспорт там фотографируются. Очень большая очередь, очень. Она туда дальше продолжается. Сейчас я вам покажу. Наплыв такой. Вот сюда дальше продолжается. Да, очередь большая, чтобы обновить. Срок, наверное, вышел. И обновить документы, чтобы. Вышла с ЦОНа. Блин, долго прям это. Народу много, очередь и обслуживание. Как-то это целый час ушло. Вот это все на обслуживание, чтобы получить то, что нужно было. А то, что вот это паспорт, обмен паспорта, удостоверение. Это я потому что в прошлом году поменяла и паспорт, и удостоверение. А в этом году сумма, видите, изменилась. Удостоверение на 150 тенге поднялась сумма обменять, а паспорт на 2000 примерно. Потому что я смотрю, вроде бы в прошлом году другая сумма была. Спрашиваю, говорю, что сумма-то изменилась. Ну, говорят, в связи с изменением с начала года МРП, каждый год меняется МРП, вот и цена меняется тоже. Но есть и плюсы удостоверения менять. Я так поняла, что теперь, если срок истек удостоверения, как бы не получишь бесплатно. Я так поняла. Если только... И что еще? Кто 16 лет, вот несовершеннолетние, в 16 лет получают, тоже бесплатно как бы получают. Что-то я даже, честно говоря, не поверила, что за удостоверение вот такие льготы, что ли, или бесплатно. Вот. А зачем тогда цена там стоит? А за паспорт все платно. За паспорт
бесплатно, да, цена тоже поднялась, чтобы обменять и получить примерно на 2000. Такие новости. У нас, видите, снег как лежит, сугробами. Сугробами, елки, сосны, все в снегу. Это в центре города я нахожусь. Цифровой офис населения. ЦОН. Коротко ЦОН. Прямо возле центральной площади же находится. Вот впереди центральная площадь. Акимат областной. Такая сейчас у нас белизна, красота зимняя. Пройдусь через арку, такую белоснежная арка. Если дальше идти от центральной площади, дальше продолжение центральной улицы Назарбаева, это бывшая Ленина. Здесь, видите, расположилась у нас скорая. Здесь скорая помощь находится, 103. Раньше здесь была детская городская поликлиника. Она переехала, детская городская поликлиника, в другое здание. Сейчас здесь скорая. С левой стороны парк находится, центральный парк города Талдыкурган. Это улица, туда дальше идет, дальше Каратал. Назарбаева, Нурсултана Назарбаева. Так, ну я сейчас дома уже, домой пришла и думаю, дай зайду на сайт, проверю, подлинно прочитаю, что да как. И действительно, я, видимо, эту новость пропустила. Оказывается, об этом уже писали и передавали по новостям в декабре еще месяце. В конце декабря где-то примерно. Ну что я здесь вот вычитала, что с 1 января 2026 года в Казахстане удостоверение личности выдается бесплатно при первичном получении. То есть 16 лет вот. 16 лет исполнилось, и оказывается, все, не платишь эти деньги, 865, не платишь. Бесплатно просто идешь, фотографируешься, и тебе его выдадут. И при замене по истечению срока, вот, например, срок истек, смотришь уже срок, все, идешь, меняешь по истечению уже срока. И тоже бесплатно, оказывается, удостоверение получаешь. Фотографируешься там, и все, бесплатно. Не платишь эту сумму, 865 тенге. Ну, а в каком случае платишь? Эти деньги, 865 тенге, платишь при истечении срока, если оно просрочено. Если не вовремя ты поменял, подал заявку на обмен, просрочено, все, будешь платить. Дальше что же при этом? Так, дальше при каких случаях платишь? Если потерял удостоверение, все, будешь платить эту сумму при получении.
Потом, если когда фамилию меняешь, если, тогда да, тоже платно будешь платить при смене фамилии. Возвращение из-за границы вот тоже, видимо, платно. Ага, написано. Все это оформляется в ЦОНе или можно даже онлайн оформить. У нас даже такая услуга есть, онлайн оформить. Это что же, это, между прочим, большой плюс. А замена паспорта также остается платная. Платная вот это паспорт. Ну, еще и он и подорожал, видите. Практически на 2000 примерно подорожал. Замена паспорта. А, еще я забыла вот это тоже. Если испортили вот это порча, ну как-то произошла порча удостоверения, тогда тоже изымается плата. Будешь менять испорченное удостоверение, тогда будешь платить 865 тенге. И еще в какой ситуации платишь, если ты хочешь досрочно поменять, до срока, если еще срок не пришел, а вот изъявил желание поменять удостоверение, тогда платно 865 тенге, пожалуйста. Ну, а зачем нам это досрочно, там фамилию менять, нам такое не надо. Как срок придет, бесплатно, если еще к тому времени опять что-то не изменится. Всю жизнь было платно, а тут как-то все так бесплатно, что это для меня удивительно даже стало. Вот пока не столкнешься с этим, оказывается, не узнаешь. И вот я вот с этим сегодня туда сходила, я вот узнала. Как говорится, с одной стороны, радостная весть, приятно. Вот такое, что государство заботится о своих гражданах. Вот так вот. Все на этом завершаю свой небольшой обзор. Тоже это, я считаю, для граждан Казахстана познавательное. Но многие, может быть, уже знают эту новость. А для меня я сегодня только узнала. И для тех, кто не знал. Познавательная новость. Подписывайтесь на мой канал, кто только заглянул. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока.